разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости. Итак, друзья, перед вами карта. Карта Украины в разрезе. Ну, во-первых, по областям она делится, да, и еще делится по 5 крупным регионам. Ну, мне многие задают вопрос: Андрей, что там ты придумал, какие-то регионы, там Украина, унитарная страна, друзья, ну не путайте Божие с праведным. Я ж не говорю, что не унитарная. Я говорю о том, что в бытность Советского Союза, когда Украина была республикой, входящая в состав Советского Союза, ученые, советские ученые тогда назывались ученые-экономисты, в общем-то, поделили республику Украину на территориальные экономические зоны. Это сделано было не для того, чтобы поделить людей, а для того, чтобы, в общем-то, собирать статистику и обрабатывать в соответствии именно с территориально-экономическими зонами, которые очень сильно отличаются друг от друга. Например, очень сложно сравнивать северо-восточный регион с западным регионом, как по количеству населения, так и, в общем-то, по экономическим показателям, которые характеризуют развитие внутрирегиональных продуктов. Именно поэтому я также использую данную методологию, и мы сейчас будем говорить о сводных данных, которые характеризуют развитие в целом рынка недвижимости Украины в разрезе, так сказать, административных и территориальных вот этих зон. Также, чтобы не совсем было скучно, чтобы была общая визуализация, хочу напомнить вам, был такой Шерлок Холмс в одноименном романе, триллере, да, который занимался расследованиями. Так вот, Шерлок Холмс применял в своих расследованиях научную методологию, метод дедукции. То есть он от общей картинки переходил к частному. Но это очень так просто, чтобы было понятно. То есть сначала видел общую картинку преступления, и потом, естественно, переходил к частным каким-то моментам, кому выгодно преступление, улики и так далее. Я, друзья, не являюсь расследователем, я исследую рынок недвижимости и также применяю данный метод дедукции. И на примере данной карты хочу его вам продемонстрировать. То есть начинаем мы сначала от общих данных в целом по Украине, и потом будем декомпозировать по каждой области данную статистику. Смотрим, друзья, легенда карты. Период сравнения, как я уже сказал, июнь 2026 года с июнем 2025 года. Ровно год. Такой период исследования. Видим, что, друзья, центральный регион, напомню вам, центральный регион, показываю на карте, входят 5 крупных областей, естественно, крупных областных городов-центров. Город Киев, это город Черкасы, Крапивницкий, Винница и Житомир. Даже на карте вы видите, что это центральная часть Украины. Почему именно и была поделена Украина по региональным признакам. То есть вот эта центральная часть, она так и называется, центральный регион. Так вот, друзья, центральный регион показал нам рост стоимости квадратного метра. В данном случае мы говорим о классе социальное жилье. Это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. На рост видим за год на 5,94%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,59. То есть видим, что центральная часть Украины незначительно, но за год показала почти 6% роста. В дальнейшем мы будем разбирать каждый город областной, то есть более подробная будет информация. Дальше, западный регион, друзья. Здесь мы видим западную часть Украины, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Ну, давайте начнем. Львов, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Ужгород. Итак, вот эта западная часть Украины, западный регион, показал нам динамику роста 11,90% в течение года. Индекс положительный, единичка, запятая 119. Причерноморский регион входят 2 крупных областных города-центра.
Ну, до войны понятно, что это была и автономная республика Крым. Сейчас также город Херсон и Херсонская область, ну, частично, да, Херсонская область, город Херсон входит в состав Украины, де-факто назовем так это. Но информацию я буду давать только по городу Одессе и городу Николаеву. Итак, Причерноморский регион показал нам динамику роста за год всего лишь 0,33%. Индекс положительный 1,003. Северо-восточный регион, друзья. В северо-восточный регион входит город Харьков, Полтава, Сумы и Чернигов. Показал нам динамику роста 4,13% в течение одного года. Индекс положительный 1,041. Ну и Донецко-Приднепровский регион, куда, в общем-то, до войны входила Луганск, Донецк, Запорожье, Днепр. На сегодняшний день мы говорим о Днепре и о городе Запорожье. Показал нам динамику отрицательную, снижение минус 1,54%. Итак, вот если отталкиваясь от данных, которые вы видите на легенде карты, мы можем себе представить общую картинку. Помните, да, Шерлок Холмса? Наибольше всего подорожала западная часть Украины, западный регион, рост почти на 12%. Показываю западный регион еще раз, кто не знаком с административно-территориальным делением Украины. Это 8 крупных областных городов, центров и областей, естественно. Наименьше всего, вернее, наибольше всего подешевела недвижимость. Ну, то есть от противоположности наибольше всего подорожала западный регион, а наибольше всего подешевело это Донецко-Приднепровский регион. Это Днепр, это Запорожье. Друзья, чувствуете, да, логика какая? То есть западная часть Украины здесь растет, а то, что прифронтовые города, Запорожская область, там, по-моему, 16% осталось под контролем Украины, де-факто, что называется, да, она именно, Донецко-Приднепровский регион, показывает нам динамику снижения. И это неудивительно, потому что фронт медленно и уверенно двигается, друзья, что совершенно верно, в направлении реки Днепр. И это сказывается на стоимости квадратного метра недвижимости. Дальше, друзья, смотрим. Что еще мы видим? Наибольше всего после западного региона подорожало, или на втором месте, это центральный регион. Рост плюс 5,94%, почти на 6%. Ну, неудивительно, это, в общем-то, достаточно бюджетное жилье, скажем так, в центральной части Украины, за исключением города Киева, конечно. Поэтому здесь есть куда еще расти по стоимости. И мы видим, в общем-то, что после западной части Украины центральная часть занимает второе место по росту стоимости квадратного метра. Ну и на третьем месте, друзья, вот здесь, как ни странно, друзья, то, что я говорил, что мир сошел с ума и рынок недвижимости вместе с ним также. Это всего лишь мое предположение по поводу рынка недвижимости. Северо-восточная часть Украины показала динамику роста 4,13%. При этом, при всем, друзья, Черниговская, Сумская, Харьковская область – это что области, которые непосредственно находятся на границе с Российской Федерацией, и на территории данных областей активно ведутся боевые действия. Но за год с какого-то перепуха здесь, в общем-то, мы увидели динамику роста почти на 4%. В отличие от Днепропетровской и Запорожской области. Ну и, друзья, естественно, мы уже говорили, что Донецко-Приднепровский регион показал нам динамику снижения, проговаривать уже не будем. Давайте от общих вот этих данных, да, переходим к декомпозированным данным, более подробным в разрезе каждого региона. Итак, начнем с центрального региона, куда входит город Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Крапивницкий. Видим, что самая дорогая недвижимость данного класса жилья – это социальное жилье, естественно, в городе Киеве. Это $1059 за квадратный метр стоимость. Ну и самое недорогое жилье мы видим в городе Крапивницком.
541 доллар за квадратный метр. Также можете посмотреть, здесь есть курс Национального банка на конец июня 2026 года и в гривнах стоимость квадратного метра. Западная часть Украины, западный регион. Львов, Черновцы, Ровно, Ужгород, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Ивано-Франковск. Мы видим, что самая дорогая недвижимость в городе Львове. Друзья, и внимание, впервые за всю историю рынка недвижимости мы видим, что город Львов стал стоить по стоимости квадратный метр данного класса жилья столько же, сколько и в городе Киеве. То есть, еще раз повторяюсь, впервые за историю украинского рынка недвижимости. А я уже порядка 30 лет, так сказать, наблюдаю за этой ситуацией, ну и, конечно же, рассказываю вам. Самое бюджетное жилье, друзья, в западном регионе, это у нас в Хмельницком, 755 долларов за квадратный метр. Переходим к Причерноморскому региону. Также видим, что самая дорогая недвижимость традиционная — это Одесса, 734 доллара за квадратный метр. Ну и на втором месте город Николаев, 475 долларов за квадратный метр, что, в общем-то, существенно, видим, отстает в стоимости недвижимости города Николаева. По городу Херсону, друзья, к сожалению, я не публикую информацию, там банально нет рынка, там все выносится в ноль, дома, инфраструктура. И если даже кто-то хочет там продать что-то, вряд ли найдется человек, который там захочет что-то приобретать. Переходим к северо-восточной части Украины и констатируем факт, друзья, что впервые за много-много лет исследований рынка недвижимости мы констатируем факт, что город Полтава обогнал по стоимости квадратного метра традиционно город Харьков. Почему традиционно? Ну, Харьков — это вторая столица Украины, помните, да, так еще называли город. Это крупный индустриальный мегаполис, много до войны, и сейчас, наверное, есть учебных заведений и университетов, ну и так далее. Так вот, Харьков всегда был по стоимости самый дорогой город в, естественно, северо-восточном регионе. Теперь он уступил городу Полтава. Дальше в карту будем смотреть, я вам покажу географию и с чем связано, что Полтава стала стоить дороже стоимость квадратного метра, чем в городе Харькове. Ну и самое недорогое жилье, город Сумы, друзья, 471 доллар за квадратный метр. Ну и подходя к Донецко-Приднепровскому региону, видим, что город Днепр — это 540 долларов стоимость квадратного метра, то есть самая дорогая недвижимость в Днепре. Ну и Запорожье, естественно, отстает значительно от города Днепра по стоимости. Это 422 доллара за квадратный метр.